Итак, друзья мои, у многих в детстве, да и сейчас в доме есть определенное растение под названием алоэ. Алоэ бывают различных видов. Алоэ вера, которые приспособили для домашнего выращивания. Пустынное алоэ. Есть алоэ в ботанических садах, которые огромных, скажем так, размеров, они как солнце, солнечный круг образуют. Египтяне верили, что алоэ может продлить вечную молодость. Например, царица Египта Клеопатра, Нефертити, Хатшепсут, они использовали сок алоэ как крем. Алоэ очень быстро заживляет раны, очень эффективно очищает лицо. Сок алоэ используют вместе с медом для лечения желудочных заболеваний, язвы желудка и прочее. Очень хороший заживляющий эффект имеет алоэ. Огромное количество различных эффектов, различных, скажем так, лекарственных свойств, которые приписывают алоэ, и не просто так. В переводе с арабского алоэ означает лилия пустыни. Но есть еще одна особенность алоэ, о котором мало кто знает. И это секрет, скажем так, восточных народов. И многие женщины на Востоке знали и до сих пор знают секрет здоровых, красивых волос. Алоэ помогает, буквально спасает от выпадения волос, если у людей после химии, может быть, клочками лезут волосы, или после каких-то длительных болезней, да и вообще авитаминоз, нервы и прочие луковицы начинают вымирать, кровоток кожи головы ухудшается, и вследствие этого утончаются волосы, либо выпадают волосы. Одним словом, теряется вот эта вот красота волос. Я вам дарила несколько ритуалов, связанных с волосами, для шикарных волос, от выпадения волос и так далее. Можете провести в комплексе это все. Сегодня я вам хочу подарить еще один ритуал и еще одно средство раскрыть для вас. Это масло алоэ. Вот это масло алоэ – недорогое средство, которое продается в каждой аптеке. Итак, друзья мои, если у вас такое сильное выпадение волос, зуд кожи головы, да, луковицы нездоровые, они прям выпадают, просто вот клочками выходят волосы. Или утончились волосы, то есть утончаются, извиняюсь. Или перхоть появилась внезапно, вот у вас не было никогда, и появилась перхоть. Скажем, чешется кожа головы. Ну, различные, в общем, различные такие моменты. Берете масло алоэ, втираете просто в голову. Можете оставить на всю ночь. Некоторые моют голову, не выдерживают. Но оно вообще впитывается в кожу и, собственно говоря, исчезает. Если вы хотите вылечить свои волосы, все же стоит как бы иногда уделить себе время. Достаточно 3 раза в неделю. Или через день, если у вас прям очень сильный такой случай. Втирайте, открывайте, естественно, пузырек и по чуть-чуть, вот прям массирующими движениями втираете в кожу головы масло алоэ. В течение месяца у вас практически прекратится выпадение. В течение 2 месяцев начнется восстановление луковиц. И за короткое время вы вылечите.
Если вы хотите провести своим детям, можете точно так же массирующими движениями втирать масло алоэ в кожу головы, читая заговор. Заговор читайте от 3 до 6 раз. Вот сколько раз вы втираете, может быть, даже если вы завершили уже этот как бы процесс, дочитать и, собственно говоря, довершить. Это к силе божественного растения для того, чтобы оно вам помогало. Вы понимаете, даже знахари, которые варили определенные снадобья, лекарства и прочие из трав, даже они не просто давали это там пить или использовать как крем, и они давали вместе с этим заговор, чтобы усилить эффект, чтобы пробудить эту силу для себя, и он вам бы помог. Итак, читаем заговор и, стоя перед зеркалом, втирайте. Заодно вот немного прочитали, еще капля, взяли, значит, начали дальше свою эту процедуру. И вот так начитывайте. Если вам сложно, можете как бы так периодически отвлекаться, читая, останавливаясь, дочитывая. Но в любом случае пробудите силу алоэ. Пробудите, чтобы оно вам помогло. Это остановит и выпадение волос, и просто буквально спасет ваши волосы. Даже цвет восстановится, структура восстановится, она будет питать. Просто, как бы вам сказать, такой спасительный эффект для людей, у которых есть проблемы с кожей головы, с волосами и прочее. А потом начнется рост, очень сильный рост. Кстати говоря, можно натирать и брови, если у вас и с бровями тоже есть проблемы. Но о том, что его принимают внутрь, что он служит как еще и крем и прочее, я говорить не буду здесь, пока мы говорим только о волосах. Итак, читаем, втираем масло в волосы, то есть в кожу головы. О ты, дитя пустыни, как твоя сила выживает и цветет среди солнца и песков, так оживи мои волосы. Заклинаю тебя, божественная лилия пустыни. Дай силу моим волосам. Пусть они напоминают гриву и хвост арабских скакунов. Наполни корни моих волос силой, питай их и приумножь. Как не сосчитать песок пустыни, так не сосчитать и моих волос. Дарительница красоты, подели свои силы, преврати мои волосы в конское грива. Всем на зависть, а мне на радость. Да будет так. В восточных заклинаниях, заговорах касаемо волос, красоты волос, часто используют конская грива и как конский хвост. Отсюда и пришла вот серия «Лошадиная сила», шампунь. Кстати, они основаны вот как раз на этих старинных древних рецептах. Но не всем помогает, к сожалению. А здесь вот то, что я вам даю, поможет всем. Еще раз. Да, напоминаю, почему считали, что алоэ очень сильное растение, потому что в пустыне она обладает такой мощью, силой, что может наполниться водой, влагой, может выжать. И считалось, что то растение, у которого есть эта сила выжать, она может передать эту силу и людям. Это в знахарстве очень часто используют. Находят, например, растение, которое растет между камнями, между скалами, вот, и считают, что в ней есть особая сила, из нее можно изготовить эликсир для определенных там преодолений болезней. Вот этим пользуются. То есть то растение, которому дано, оно благословленное, оно имеет какое-то божественное как бы начало и силу. И значит, поможет человеку. Понимаете, почему? Еще раз. О ты, дитя пустыни, как твоя сила выживает и цветет среди солнца и песков, так оживи мои волосы, заклинаю тебя, божественная лилия пустыни. Дай силу моим волосам. Пусть они напоминают гриву и хвост арабских скакунов.
Наполни корни моих волос силой, питай их и приумножь. Как не сосчитать песок в пустыне, так не сосчитать и моих волос. Дарительница красоты, поделись своей силой, преврати мои волосы в конское гриво. Всем на зависть, а мне на радость. Да будет так. Вот вам еще один рецепт и заговор, который поможет вашим волосам для здоровья. Еще раз говорю, спасет ваши волосы и от выпадения, и от болезней, и кожу головы вылечит. Всем удачи!